Солнечные лучи пробивались сквозь толщу воды, создавая причудливую игру света на поверхности залива. Хау-Саунд. Марк Андерсон, погружаясь в прохладные воды у берегов Британской Колумбии, и не подозревал, что этот обычный сентябрьский день навсегда изменит его жизнь. За его плечами было более 10 лет опыта дайвинга, сотни погружений и тысячи отснятых кадров подводной жизни. Но ничто не могло подготовить его к предстоящей встрече. Видимость в тот день была исключительной, около 30 метров. Вода, хоть и прохладная, всего 12 градусов, была удивительно прозрачной. Марк неспешно плыл среди зарослей бурых водорослей, направляя объектив своей камеры на яркие морские звезды, усеявшие каменистое дно. Его внимание привлекла небольшая группа морских огурцов, и он решил сделать несколько макроснимков. Именно в этот момент он почувствовал это, едва уловимое изменение в движении воды. Что-то большое двигалось поблизости. Марк медленно повернулся, ожидая увидеть любопытного тюленя или, возможно, небольшую касатку, обычных посетителей этих вод. Но то, что он увидел, заставило его замереть от изумления. Молодая акула, не более 4 метров в длину, плавала всего в нескольких метрах от него. Ее движения были странными, совсем не похожими на обычное поведение этих величественных существ. Маленькие глаза акулы, необычайно выразительные для такого огромного существа, казалось, излучали тревогу и мольбу одновременно. Марк, затаив дыхание, включил камеру. Такое близкое взаимодействие с дикой акулой было чем-то невероятным. Но животное, казалось, совсем не интересовалось съемкой. Она подплывала ближе, почти касаясь Марка своим массивным плавником, затем резко уходила в сторону, описывала широкую дугу и возвращалась снова. Это повторилось несколько раз, и с каждым разом становилось все более очевидным. Акула пыталась что-то сообщить человеку. После 5-го или 6-го такого маневра малышка резко изменила траекторию движения и поплыла в определенном направлении. Проплыв 20 метров, она остановилась и обернулась, словно проверяя, следует ли за ней дайвер. Марк колебался. Следовать за диким животным в открытые воды могло быть опасным, но что-то в поведении акулы, настойчивость, почти отчаяние в ее движениях, заставило мужчину принять решение. Проверив показания манометра и компаса, Марк поплыл вслед за своим необычным проводником. Они двигались на северо-восток, постепенно уходя все дальше от берега. Глубина увеличивалась, солнечный свет становился все более тусклым. Через каждые 30-40 метров окушка останавливалась, словно давая дайверу время догнать себя и убедиться, что тот все еще следует за ним. Преодолев более 500 метров, они достигли небольшой подводной долины. Здесь, на небольшой глубине, Марк увидел то, что заставило его кровь застыть в жилах. Огромная взрослая акула, по меньшей мере 14 метров в длину, практически неподвижно висела в толще воды. Ее тело было покрыто чем-то, что издалека казалось странной серой массой. Приблизившись, Марк понял, что это морские желуди, барнаклы. Но не обычные небольшие колонии этих ракообразных, которые часто можно увидеть, а сплошной, толстый слой, местами достигающий нескольких сантиметров в толщину. Они покрывали практически все тело акулы, оставляя свободными лишь небольшие участки вокруг глаз и дыхала. Малышка подплыла к большой акуле, предположительно своей матери, и начала легонько подталкивать ее, словно пытаясь заставить двигаться. Но животное лишь слабо шевельнуло хвостовым плавником. Даже через толщу воды Марк мог видеть, как тяжело и неравномерно движутся ее бока при дыхании. Не теряя времени, дайвер подплыл ближе. Его руки дрожали, когда он достал из крепления на поясе титановый нож. Он знал, что барнаклы могут быть признаком серьезных проблем со здоровьем у акул. Обычно сильный иммунитет этих животных не позволяет паразитам размножаться в таких количествах. Что-то серьезно подорвало здоровье этого величественного существа. Осторожно приблизившись к телу акулы, Марк начал удалять наиболее крупные скопления барнаклов. Работа была кропотливой и сложной. Нужно было действовать достаточно осторожно, чтобы не поранить кожу животного, но при этом прикладывать значительные усилия, чтобы отделить крепко присосавшихся паразитов. Малышка не отплывала далеко, постоянно кружась рядом и время от времени издавая низкие звуки, эхо, разносившиеся под водой. Ее мать почти не двигалась, лишь изредка медленно моргая огромным глазом, когда Марк оказывался в поле ее зрения. После получаса упорной работы дайвер смог очистить участок размером примерно с обеденный стол.
Но это была капля в море. Барнаклы покрывали практически все огромное тело акулы. Становилось очевидно, что в одиночку справиться с этой задачей невозможно. Кроме того, показания манометра говорили о том, что воздух в баллоне подходит к концу. Марк быстро поднялся на поверхность, стараясь запомнить свое точное местоположение. Оказавшись в лодке, он немедленно достал радиостанцию и связался с береговой службой спасения морских млекопитающих. Его голос дрожал от волнения, когда он описывал ситуацию диспетчеру. Говорит: «Марк Андерсон, сертифицированный дайвер. Нахожусь примерно в миле к северо-востоку от входа в залив Хау-Саунд. Обнаружил взрослую акулу в критическом состоянии. Тело почти полностью покрыто барнаклами, животное практически обездвижено. Рядом находится детеныш». К счастью, на другом конце провода оказался опытный специалист. Он задал несколько уточняющих вопросов о состоянии акулы, ее примерных размерах и глубине, на которой она находится. Затем сообщил, что команда спасателей будет на месте максимум через час. Этот час показался Марку вечностью. Он периодически нырял с маской, чтобы убедиться, что акула все еще на месте. Малышка, казалось, поняла, что помощь уже в пути. Она перестала метаться и теперь просто держалась рядом с матерью, иногда нежно касаясь ее своим плавником. Специализированное судно службы спасения морских животных появилось на горизонте ровно через 53 минуты. На борту находилась команда из 6 человек, 2 ветеринара, специализирующихся на морских млекопитающих, 3 специалиста по спасательным операциям и эксперт по поведению китообразных. Оценив ситуацию, команда немедленно приступила к работе. 2 водолаза спустились под воду со специальным оборудованием для удаления барнаклов. Их инструменты были гораздо более эффективными, чем нож Марка. Они использовали специальные скребки с гидравлическим приводом, позволяющие удалять паразитов, не травмируя кожу животного. Работа продвигалась медленно, но методично. Каждый час водолазы менялись, чтобы не истощать запасы воздуха в баллонах. Марк, получив разрешение от руководителя операции, присоединился к команде и помогал, чем мог. Малышка все это время держалась поблизости, словно наблюдая за процессом спасения. Когда большая часть барнаклов была удалена, ветеринары смогли провести более тщательный осмотр. То, что они обнаружили, заставило их серьезно встревожиться. В боку акулы они заметили небольшое вздутие, не характерное для этого вида. Ультразвуковое обследование, проведенное прямо под водой с помощью портативного оборудования, показало наличие инородного тела в желудке животного. После короткого совещания было принято решение о немедленной транспортировке акулы в ближайший центр реабилитации морских животных. Это была сложная и рискованная операция. Животное находилось в ослабленном состоянии, и любой стресс мог оказаться фатальным. Но альтернативы не было. Без срочного хирургического вмешательства шансов на выживание практически не оставалось. С помощью специального надувного понтона и буксира акулу осторожно транспортировали к берегу. Малышка все время следовала за судном, не отставая ни на метр. В центре реабилитации команда ветеринаров немедленно приступила к операции. То, что они извлекли из желудка акулы, повергло всех в шок. Это был большой кусок промышленной рыболовной сети, густо пропитанный токсичными химикатами. Лабораторный анализ показал, что сеть была обработана особо опасной смесью противообрастающих веществ, включая трибутилолова, один из самых токсичных загрязнителей морской среды. «Это настоящая химическая бомба замедленного действия», объяснял доктор Чен, главный ветеринар центра, показывая Марку результаты анализов. Когда акула проглотила этот кусок сети, химикаты начали постепенно растворяться в ее желудочном соке. Токсины попадали в кровь и накапливались в жировой ткани, медленно отравляя все системы организма. На мониторах было видно, как яд повлиял на внутренние органы акулы. Печень увеличилась почти в 1,5 раза, ее ткани были воспалены. Почки с трудом справлялись с выведением токсинов. Иммунная система практически перестала функционировать, открыв путь для массового заражения барнаклами. Еще максимум 3-4 дня, и повреждения стали бы необратимы, покачал головой доктор Чен, изучая данные анализа крови. Концентрация токсинов уже достигла критического уровня. Именно поэтому она не могла нормально двигаться. Ее мышечная система была частично парализована ядом. Если бы не удивительная сообразительность детеныша и ваша своевременная помощь, мы бы наверняка потеряли их обоих. Марк внимательно разглядывал извлеченный кусок сети под микроскопом.
В свете лабораторной лампы были отчетливо видны кристаллы токсичных веществ, въевшиеся в синтетические волокна. Такие противообрастающие покрытия были запрещены еще в начале 2000-х годов именно из-за их крайней токсичности, пояснил один из лаборантов. Но некоторые недобросовестные производители продолжают их использовать, особенно в странах с менее строгим экологическим контролем. Следующие 3 недели акула и малышка провели в специальном реабилитационном бассейне. Марк приезжал почти каждый день, помогая ухаживать за животными и документируя процесс их выздоровления на камеру. Постепенно состояние взрослой акулы улучшалось. Раны затягивались, анализы крови показывали уменьшение концентрации токсинов, появился аппетит. Акула все это время находилась рядом с матерью. Сотрудники центра были поражены ее преданностью и сообразительностью. Если бы не ее настойчивость в поисках помощи, мы бы никогда не узнали о том, что ее мать в беде, говорили они. В середине октября, когда все показатели пришли в норму, было принято решение выпустить акул обратно в океан. День выдался на удивление ясным и теплым. Десятки людей собрались на берегу, чтобы посмотреть на это трогательное событие. Марк находился на одной из сопровождающих лодок, продолжая снимать. Когда ворота реабилитационного бассейна открылись, акулы не сразу двинулись к выходу. Несколько минут они просто плавали у входа, словно привыкая к мысли о свободе. Затем, будто приняв решение, мать и детеныш одновременно нырнули и поплыли в сторону открытого океана. Внезапно, уже немного отплыв, они остановились. Развернувшись, оба хищника по очереди выпрыгнули из воды, демонстрируя захватывающий прыжок, когда акула почти полностью выпрыгивает из воды и с громким всплеском падает обратно на поверхность. Для всех присутствующих это выглядело как прощальный салют и благодарность за спасение. После этого акулы неспешно поплыли на север, где их ждал долгий путь к местам зимовки у берегов Гавайев. В последующие месяцы история спасения акулы облетела многие научные издания и экологические журналы. Особый интерес вызвало необычное поведение малышки, которая самостоятельно отправилась на поиски помощи. Специалисты по поведению акул отмечали, что такие случаи крайне редки и свидетельствуют о высоком интеллекте этих животных. Марк продолжал следить за судьбой спасенных им акул. Благодаря специальным меткам, установленным перед выпуском, ученые могли отслеживать их передвижение. Сигналы показывали, что пара благополучно добралась до теплых гавайских вод, где присоединилась к большой группе акул. Летом следующего года произошло нечто удивительное. Марк, который теперь регулярно погружался в том же районе, надеясь снова встретить своих знакомых, заметил характерные фонтаны на поверхности воды. Приблизившись на лодке, он узнал их. Мать и детеныша, вернувшихся в свои летние охотничьи угодья. Акулы выглядели здоровыми и полными сил. На теле матери практически не осталось следов от перенесенной болезни. Лишь небольшой шрам на боку напоминал о проведенной операции. Они провели рядом с лодкой Марка почти час, позволяя фотографировать себя и время от времени выглядывая из воды, словно позируя для камеры. Маленькая акула, заметно подросшая за прошедший год, даже осмелилась подплыть совсем близко к борту, осторожно коснувшись лодки своим плавником. Эта история стала не только примером успешного спасения морских животных, но и напоминанием о том, насколько тесно переплетены судьбы людей и обитателей океана. Благодаря неравнодушию одного человека и профессионализму команды спасателей, 2 прекрасных существа получили второй шанс на жизнь. А для Марка этот случай стал поворотным моментом в карьере. Он оставил свою прежнюю работу и полностью посвятил себя защите морских животных, устроившись в тот самый центр спасения, который помог спасти акул. Теперь он регулярно участвует в спасательных операциях, помогая другим морским обитателям, попавшим в беду. Фотографии и видеоматериалы, снятые им во время спасения акул, стали частью образовательной программы по защите морской среды. Они помогают привлечь внимание людей к проблеме загрязнения океанов и показывают, какое разрушительное влияние может оказывать человеческий мусор на морских обитателей. Каждый год, когда акулы возвращаются в воды Британской Колумбии, Марк с особым волнением выходит в море. И хотя он понимает, что шансы снова встретить именно своих акул невелики, он никогда не теряет надежды. Ведь эта удивительная история научила его тому, что чудеса случаются, особенно когда в них участвуют такие удивительные существа, как акулы.